Друзья, в прошлых наших выпусках мы разбирали самые сложные, самые популярные и самые легкие языки в мире. В этом выпуске мы с командой собрали информацию о 5 языках, которые были созданы искусственно с целью использования их в книгах, фильмах и сериалах. У искусственно созданных языков есть свое название – конланги, сокращенно от Constructed Languages. Эти вымышленные языки создавались не всегда с целью облегчения общения в мире, как, например, был создан эсперанто. Иногда писатели придумывали их для своих книг, а некоторые режиссеры обращались к лингвистам специально для того, чтобы те разработали языки, на которых будут общаться герои их фильмов. Перед тем, как приступить к теме более детально, хочу напомнить, что у меня есть 2 YouTube канала: Smaps Education про зарубежное образование и Егор Еремеев про мои путешествия и факты о городах и странах. Если вам интересна учеба за границей, возможности построить карьеру за рубежом и выбор страны для путешествий или иммиграции, рекомендую подписаться на оба канала. Эльфийский язык. Джон Рональд Руэлл Толкин. Это вымышленный язык, созданный писателем для его фантастических произведений, в частности для его легендариума Средиземья. Термин «эльфийский» относится к нескольким различным языкам, на которых говорят эльфы в вымышленной вселенной Толкина. Толкин разработал 2 основных эльфийских языка – Квения и Синдарин. Квения описывается как язык высших эльфов, в то время как Синдарин считается языком эльфов Белерианда. Оба языка имеют сложную грамматику и словарный запас с влиянием реальных языков, таких как финский, валлийский и древнеанглийский. Квения характеризуется своим мелодичным и архаичным звучанием. Он имеет более жесткую грамматическую структуру, напоминающую древние и классические языки. Квения был языком высокопоставленных эльфов и часто использовался в официальной обстановке или в песнях и поэзии. Он обладает обширным словарным запасом и богатой системой аффиксов для словообразования. Синдарин, с другой стороны, считается более естественным и развивающимся языком, отражающим изменения, которые произошли по мере того, как эльфы мигрировали и адаптировались к различным регионам. Он имеет более мягкое и разговорное звучание по сравнению с Квения. Синдарин был широко распространен в Средиземье и стал языком общения эльфов в Третью эпоху. Толкин создал подробные грамматические правила, рекомендации по произношению и системы письма как для Квения, так и для Синдарина. Он даже разработал историческую эволюцию языков с различными стадиями и диалектами, подобно тому, как языки в реальном мире меняются с течением времени. Эльфийские языки приобрели популярность не только в произведениях Толкина. Многие поклонники и энтузиасты языка еще больше расширили и развили языки, создав словари, грамматики и даже разговорные фразы. Хотя эльфийские языки являются вымышленными, они оказали значительное влияние на жанр фэнтези и вдохновили на создание других сконструированных языков в литературе, фильмах и играх. Дотракийский язык. Дэвид Джошуа Питерсон. «Игра престолов». Продюсеры телесериала получили Дэвиду разработать полноценный язык дотракийской культуры, включая словарный запас, грамматику, произношение и культурный контекст. Он создал язык с нуля, черпая вдохновение из описаний Джорджа Мартина, автора книги дотракийской культуры и их образа жизни. Дотракийский язык обладает уникальным и отчетливым звучанием, характеризующимся его гортанными звуками и специфическими фонетическими паттернами. Он отличается относительно простой грамматикой по сравнению с естественными языками, с порядком слов субъект, глагол, объект. В этом языке отсутствуют времена глаголов, но сделан сильный акцент на наклонении. Словарный запас дотракийского сосредоточен вокруг тем, имеющих отношение к дотракийской культуре, таких как лошади, война и выживание в засушливых условиях. Питерсон разработал лексикон таким образом, чтобы он отражал
кочевой образ жизни и практические потребности дотракийского народа. С момента появления дотракийского языка в «Игре престолов» он приобрел значительную популярность среди поклонников сериала. Питерсон даже опубликовал руководство по языку, в котором содержатся уроки, словарный запас и грамматические пояснения для дальнейшего изучения и понимания языка. Клингонский язык. Марк Окранд. «Звездный путь». Это сконструированный язык, созданный лингвистом Марком Окрандом для франшизы «Звездный путь». Это язык, на котором говорит вымышленная инопланетная раса под названием клингоны, известная своей культурой воинов и появлениями в различных телесериалах, фильмах и романах Стартрека. В отличие от многих других созданных для кинематографа языков, клингонский язык имеет детально проработанную грамматику, синтаксис и словарь, а также регулирующую организацию. Да, Институт клингонского языка. Последний публикует переводы классических литературных произведений на клингонский язык. Словарь клингонского языка в основном вращается вокруг военной терминологии. Терминология чести связана с битвами, отражая культуру клингонов, изображенную во вселенной Стартрека. Его словарный запас постоянно растет и насчитывает тысячи слов, охватывающих широкий круг тем. За прошедшие годы язык приобрел преданных поклонников из числа энтузиастов и учеников. Для преподавания и популяризации изучения клингонского языка были созданы языковые курсы, словари и языковые институты. Существует также сообщество и собрания, где люди могут практиковаться в говорении на данном языке. Нави. Пол Фромер. Аватар. Язык Нави — это сконструированный язык, созданный лингвистом Полом Фромером для фильма 2009 года «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. На нем говорит коренная гуманоидная раса под названием Нави с вымышленной планеты Пандора. Пол Фромер разработал язык, чтобы привнести аутентичность и глубину в культуру и усилить эффект погружения в фильм. Он разработал язык таким образом, чтобы он был полностью функциональным и выразительным средством общения, дополненным грамматикой, словарным запасом, произношением и культурным контекстом. Нави известен своим гармоничным и мелодичным звучанием, вдохновленным фонетикой языков реального мира, таких как полинезийский, индонезийский и различные языки коренных американцев. Он отличается относительно простой грамматикой с порядком слов субъект, объект, глагол. Словарный запас Нави обширен и отражает образ жизни Нави, подчеркивая их тесную связь с природой и их духовные убеждения. Фромер создал слова для обозначения различных аспектов культуры Нави, включая флору, фауну, природные элементы и культурные практики. Конечно, после успеха фильма язык Нави приобрел популярность среди фанатов, и были разработаны ресурсы для изучения языка. Фромер опубликовал руководство по языку под названием «Грамматика Фромера Нави», чтобы дать всем желающим подробное представление о грамматике и структуре языка. В дополнение к фильму Нави использовался в аттракционах тематического парка и в расширенных средствах массовой информации, связанных с франшизой «Аватар». После фильма Фромер продолжал развивать язык, добавляя новую лексику и выражения для удовлетворения растущих потребностей расширяющейся вселенной. Божественный язык. Люк Бессон. Пятый элемент. Этот язык был разработан также специально для фильма и играет значительную роль в сюжете. В фильме божественный язык изображается как таинственный и древний язык, обладающий огромной силой. На нем говорит внеземное существо по имени Лилу, которое, как полагают, является пятым элементом, ключом к спасению человечества от великого зла. Хорошо. Божественный язык в пятом элементе характеризуется своим плавным и мелодичным звучанием. Он изображен как сложный язык, который включает в себя смесь гортанных, ритмических и гармонических элементов. Язык был создан Люком Бессоном и Милой Йовович, сыгравшей героиню Лилу.
в сотрудничестве с лингвистами. Божественный язык в фильме имеет свою собственную грамматику, словарный запас и произношение. Он использует Аллилу для общения и проявления различных экстраординарных способностей на протяжении всей истории. Этот язык был специально разработан для того, чтобы вызывать ощущение таинственности, красоты и потусторонности. Бессон и Йовович практиковали божественный язык, используя его в переписке, и к концу съемок они вдвоем спокойно на нем изъяснялись. Язык включает в себя около 400 слов. Сам язык частично основан на произношении и грамматике французского и арабского языков. Скажите мне, был ли у вас опыт общения на каких-нибудь выдуманных языках? Возможно, вы играете в какие-то компьютерные игры, где пользуются подобными языками. Напишите об этом в комментариях. Если вы знаете какие-то другие выдуманные языки из фильмов, игр или книг, тоже напишите, и мы сделаем еще один ролик на подобную тему. Не забывайте заходить к нам на сайт SMAPS, где вы можете выбрать для себя школу за границей и выучить любой существующий, невыдуманный, хотя вроде все они выдуманные или невыдуманные. Короче, выучить любой язык в любой точке мира. Пока, увидимся в следующих выпусках.